Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, сочный, пропитанный торт «Бархатная осень». Торт получается очень красивым в разрезе, с тыквенно-мандариновым слоем его буду делать. Состав торта здесь очень богатый, здесь и орехи будем использовать, и карамельная нотка здесь будет. Приготовлю бисквит. Сначала приготовим сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Тесто получается таким подвижным, это так и должно быть, это нормально. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать и круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Выпекаю примерно 35 минут на среднем уровне. Дверцу духовки, конечно же, во время выпекания мы не открываем. Выпекаю примерно 35 минут. Убираю выпекаться. Итак, для тыквенного слоя я беру 500 грамм уже очищенной, конечно же, вот такой мускатной тыквы. Можете брать ваш любимый сорт. Я нарезаю его просто сейчас на кусочки, этот кусочек тыквы. В общей сложности очищенной тыквы, еще раз повторяю, 500 грамм. Можете тыквенное пюре использовать как вам нравится, что у вас есть в наличии. И сейчас очень внимательно. Здесь у меня примерно 750 грамм мандаринов с кожурой. С 3 мандаринов я снимаю цедру, добавляю ее также туда же к тыкве и выжимаю сок из всех этих 10 мандаринов, а цедру беру только от 3 мандаринов. И варить я сейчас буду на слабом огне под закрытой крышкой эту тыкву примерно 15-20 минут, чтобы тыква стала уже мягкой, чтобы пюре было очень нежным, чтобы не было вот таких вот непроваренных комочков, кусочков в ней. Это будет влиять потом на вкус вашей прослоечки. Итак, под закрытой крышкой обязательно варю примерно 15-20 минут. Все зависит от вашей плиты. Переливаю в измельчитель. Половину чайной ложки корицы добавляю, 100 грамм сахара и 100 грамм холодного сливочного масла. Так просто быстрее остынет вся эта масса. Должна получиться очень однородная такая масса. Эта масса должна быть измельченной, насколько это только возможно. То есть, чтобы не было мелких крупинок. Остужаю ее до комнатной температуры. Бисквит испекся. Он у меня остыл до комнатной температуры. Я извлекаю его из формы. И его сразу же можно уже нарезать. Бисквит здесь очень неприхотливый. Нарезаю сейчас его на 2 коржа. И шапочка мне обязательно понадобится. Еще раз хочу повторить, если вы захотите делать в круглой форме, 24 сантиметра в диаметре, если 26 сантиметров будете делать в диаметре, тоже это подойдет, но он будет более низким, этот тортик.
100 грамм грецких орехов я нарубаю ножом сейчас. Не советую это делать в измельчителе, потому что орехи должны чувствоваться в прослойке. И остаток бисквита, вот этой шапочки, разминаю руками. – 150 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю до пышности примерно пару минут. Добавляю туда 200 грамм карамелизированного сгущенного молока с сахаром, то есть вареной сгущенки обычной. Все это просто перемешиваю. До устойчивости я здесь ничего не взбиваю. И добавляю туда 250 грамм творога пастообразного 9% жирности. Если у вас нет пастообразного творога, следует тогда обычный творог пробить предварительно блендером. Получается вот такой не очень устойчивый крем, но нам он такой нужен. Добавляю туда все сухие ингредиенты, бисквитную крошку и орехи. Перемешиваю просто лопаткой. Получается такая очень вкусная прослойка. Выкладываю это все на нижний корж. Нижний корж я здесь не пропитываю. Вы можете пропитать, если вы очень такие влажные любите бисквиты. Но я здесь не пропитываю, потому что от творога пропитается. Смотрите на ваше усмотрение. Разравниваю обязательно красиво. И уберу пока в холодильник. На то время, пока я буду готовить следующий слой. Готовлю желатин для следующего слоя. 10-12 грамм желатина. Туда же я отправляю 5 столовых ложек холодной кипяченой воды. Все это сразу же перемешиваю и отставляю в сторону до набухания. Желатин здесь 220 блюм. Желатин я растопила в микроволновке импульсами. И сейчас в остывшую до комнатной температуры массу я добавляю весь распущенный желатин. И аккуратно, бережно выливаю все вот так вот порциями на предыдущий слой. Можно сразу все выливать, но здесь вероятность того, что предыдущий слой у нас может нарушиться, потому что он еще не застыл в холодильнике. Убираю сейчас в холодильник до застывания тыквенного слоя примерно минимум на 2-3 часа. Торт хорошо схватился. Извлекаю его из формы. Здесь, конечно, можно использовать и ацетатную пленку, но показываю простейший домашний вариант без нее. 200 мл очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 15 грамм сахарной пудры и 8 грамм загустителя для сливок туда добавляю. Все это взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Если у вас сливки жирные, 35%, допустим, загуститель тут не нужен. У меня сливки 30%, поэтому я взбиваю с загустителем. Перекладываю сейчас всю эту массу в кондитерский мешок. Можете не перекладывать, но мне так удобнее работать просто будет. Если нет кондитерского мешка, здесь можно использовать пакет для замораживания пищевых продуктов. Сейчас уже на тыквенный слой из кондитерского мешка выкладываю весь сливочный слой. Вы можете здесь, если вы не хотите использовать сливки, вы можете использовать отвешенную сметану. Но она должна быть, конечно же, свежая и не кислая, иначе кислый вкус здесь нарушит вкусовую гармонию этого торта. Здесь такая нежная очень кислинка от мандаринов. Можно апельсины использовать вместо мандаринов, но я использую мандарины. Они нежнее всегда ощущаются во вкусе. Второй корж пропитываю молоком. 100 грамм молочного шоколада здесь у меня и 1 столовая ложка растительного масла без запаха. Шоколад я растопила импульсами в микроволновке. Все это перемешиваю до однородности, переложила в кондитерский мешок и поливаю в качестве глазури. Делаю вот такие подтеки импровизированные. Торт уже стабильный и можно его в принципе уже и нарезать. Но я его, конечно, уберу в холодильник на пару часов еще, чтобы все слои объединились. Торт получается очень насыщенным во вкусе. Именно таким осенним. То есть это не легкий торт.
очень нежный. Вот эта тыквенная прослойка, она очень нежная. Количество тыквенной прослойки здесь я убавлять не советую. Это как бы стержень всего торта. Тыква здесь абсолютно не чувствуется во вкусе. На вкус эта прослоечка как что-то нежное, бархатистое, приятное, с легкой цитрусовой ноткой. Посыпаю просто покупной вот такой посыпкой. Она продается в кондитерском магазине в виде шоколадной стружки. Нарезаю. Торт прекрасно нарезается, он прекрасно держит форму. Его можно и в качестве пирожных подавать, этот торт. Торт большой, он рассчитан где-то на 20 порций, этот торт. Если вы хотите приготовить его в маленькой пропорции, вдвое меньше ингредиентов нужно брать на круглую форму 18 см в диаметре. Торт необыкновенно вкусный, тающий во рту. Нравится как взрослым, так и детям. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.